Позвольте мне представить наших выступающих сегодня. Наверное, начну от себя. Я далее предлагаю рассказать Егору Котову немножко более подробно о том, каким образом эти сейчас модели развиваются с учетом доступности новых данных, собственно, какие у них дальше есть перспективы. Спасибо. Я совсем коротко расскажу просто, к чему на самом деле апеллируют все модели, которые мы обсуждаем, все современные модели. На самом деле они апеллируют к достаточно простой вещи. Это к действительно нашему с вами спросу на перемещение к каким-то местам активности, где мы почему-то хотим быть. Хотим получить какие-то товары, услуги, пообщаться с людьми, отдохнуть и что-то еще. Вот. И начинается это все очень давно, еще с модели фон Тюнена. В каком, у меня плохо с веками, там, да, в 19 видимо, веке, вот, для которого город пока что еще был точкой в такой модели, да, но он уже говорил о том, насколько размещение чего бы то ни было, и в данном случае там это был вот лес, да, для отопления, всякие кропс для пропитания и так далее, насколько их расположение и стоимость их транспортировки зависит от того, собственно, где расположен город и где расположено все остальное. Вот. Дальше к этой дискуссии в достаточно небольшой изоляции, мы сегодня еще поговорим коротко об изоляции, развивались модели отдельно экономистами, отдельно географами в разных частях света. Вот. И все это сливается, в принципе, вот тоже в одну и ту же идею, в выгоду от размещения чего бы то ни было в одном месте. Вот об этом говорит в том числе модель Хотелинга. Слишком близко. Об этом говорит модель Хотелинга, который объясняет нам вот этот агломерационный эффект, почему бизнес одного типа, то есть почему в Москве, например, можете увидеть, или в других городах даже, что есть улицы, на которых сплошные аптеки, да, они собираются вместе, потому что им выгодно таким образом конкурировать друг с другом. Вот. И модель, которая говорит, на самом деле, не о внутреннем устройстве городов, но об устройстве системы расселения в целом, но сегодня вот уже, тем более, в конце предыдущей сессии мы тоже говорили, что города уже на самом деле нет, и, в принципе, большой город, он сам по себе как система расселения, да, мы сегодня до этого дойдем как раз. Модель Кристаллера говорила о том, что существует некоторая иерархия, которую мы можем видеть вот здесь, что определенные объекты, они могут располагаться только в больших городах при условии того, что у них есть достаточная аудитория, которая фактически обеспечивает их жизнеспособность, опять же, с точки зрения экономики. Вот. В США в это время развивались модели такие описательные достаточно, они по сути описывали то, как выглядит современный на соответствующем этапе американский город. Интересно у них то, что как раз они тоже начинались от такой вот моноцентричной модели, да, где только в центре был самый там, главный центр притяжения, вот, и сюда ближе вниз, соответственно, появлялись какие-то такие дополнительные субцентры. И появлялись они тоже из экономических причин, потому что банально богатые люди, они выезжали на окраину города, и для них действительно вот таким же эволюционным способом там создавался фактически их некоторый локальный такой мини-Central Business District. Вот. Экономисты. Вернемся снова к экономистам. В 1964 году Алонсо, чью идею потом уже опровергли, развили Фуджита и Агава, противопоставление моноцентричного и полицентричного города. Оно в основном, опять же, было построено на идеях, в первую очередь, рабочих мест, во вторую очередь, соответственно, стоимости недвижимости, которая сопутствовала концентрации этих рабочих мест, их расположению. Вот. И идея основная была в том, что в моноцентричном городе у нас, опять же, из-за абсолютно максимальной транспортной доступности концентрируются все рабочие места. Вот. И противопоставление этой идеи заключалось в том, что нет, на определенном расстоянии от этого мощного центра у нас есть достаточно такая комбинация относительно высокой транспортной доступности и других факторов, которые позволяют там создаваться некоторым локальным максимумом концентрации тоже активности. Но в первую очередь экономисты говорили, повторюсь, о концентрации мест приложения труда и сопутствующей с этим стоимости недвижимости. Их в основном, конечно, интересовали налоги с этих территорий. Вот. Эти идеи, они были подхвачены, опять же, ближе уже к нашим годам. Вот с 1987 года по 2004 Макдоналд и Макмиллан активно занимались этим. Они исследовали американские города как раз вот на таком микрогеографическом уровне. Они выявляли локальные центры притяжения, ориентировались на рабочие места. И на самом деле до сих пор мы все еще вынуждены ориентироваться на рабочие места. Они в первую очередь, на самом деле, определяют то,
каким образом в городах происходит корреспонденция, хотя уже есть признаки того, что появляются в городах места, которые не являются в первую очередь местами приложениями труда, в первую очередь они являются как раз просто какими-то местами добровольного посещения. Ну, в Москве, к сожалению, это торговые центры в основном, вот, которые притягивают на себя достаточно заметный уровень активности, сопоставимый с просто рабочими местами. Вот. Касательно изоляции идей и касательно того, каким образом развивались на Западе идеи и в России. Вот здесь я не то что противопоставил, сравнил территориальные коммуникационные модели, которые только что рассказал Олег Артемович, и некоторую такую, это нельзя назвать модель, она скорее описывается как некоторая концепция, Node Place Бертолини. Вот. Обратите внимание, концепция Бертолини, она была сформулирована для железнодорожных вокзалов, не помню уже в каком городе, в 96-95 году. То есть на самом деле уже позже того, когда этим занимались в России. И они похожи очень сильно. Здесь только перевернутые оси, то есть в модели Node Place по горизонтали идет некоторая вот эта ценность места, по вертикали доступность. И примерно та же самая идея, что должен быть определенный баланс между тем, насколько территория насыщена функциями и насколько она при этом обеспечена транспортом. И тоже есть там некоторая градация сбалансированных территорий. Вот. Но в чем основное отличие? То, что действительно в России эта модель развивалась с поддержкой таких серьезных фундаментальных расчетом транспортной модели, использованием реальных данных о расположении концентрации площадей различного вида использования. Вот. В противопоставлении этого модель Node Place, все, кто с ней работали все последующие годы, в основном использовали, честно говоря, достаточно примитивные переменные, такие как просто количество маршрутов где-то в городе, или в некоторых работах даже встречается, потому что просто нет других открытых данных, как прокси мощности транспортного узла использовалась такая странная статистика, которая доступна, видимо, по-моему, в Японии. Это количество смотрителей на станции, которые сидят в будках и что-то там следят за поездами. То есть хотя бы так пытались оценить транспортную доступность, но не при помощи транспортной модели. Вот. Пару слов о неравномерно районированной модели. Она, собственно, является некоторым таким отражением модели Кристаллера, но на микрогородском уровне. То есть она говорит о том, что у нас в городе есть такие сконцентрированные места концентрации определенных функций, и они выживают или не выживают в определенных местах города тоже за счет, собственно, некоторой иерархии. То есть вот я здесь напоминаю нам о иерархии, о которой говорил Кристаллер, и привожу вам вот иерархию типов объектов в городе Москва. Тут, к сожалению, нет там карты с их расположением, но, очевидно, мы с вами знаем, что там предприятие торговли, да, продуктовый магазин, он есть абсолютно везде, он жизнеспособен плюс-минус абсолютно везде, в зависимости от его класса. Вот. А что-то там посложнее, вроде учреждений культуры и искусства, они стараются более стратегически в городе располагаться. То есть есть некоторое пересечение. Вот. Переходя к такому панчлайну этой презентации, если подытожить, то все эти модели, они в принципе ориентируются на функции, на доступность. Вот. И из этого они делают, собственно, почему я говорю, от гипотез к некоторому условно-объективному знанию, они делают гипотезу о том, какие будут эффекты от того, что в определенном месте есть определенная концентрация функций и определенный уровень доступности. Вот. И, в принципе, мы достаточно много знаем о функциях, мы знаем, где функции распределены, мы можем рассчитать, причем теперь уже даже не при помощи Яндекса, а при помощи OpenStreetMap и открытых инструментов для построения маршрутов, мы можем сами рассчитать транспортную доступность. Вот. Остается вопрос с эффектами. А какие же эффекты? Потому что мы с вами строим гипотезы, вот здесь высокодоступное место, оно высокофункциональное, значит, наверное, туда приезжает много людей, и это вот одно из тех там 20% мест, где происходит 80% да, нашей активности. Но мы не можем никак это подтвердить. Вот. Но на самом деле, в принципе, мы можем попытаться, вот, и первые попытки, которые есть в эту сторону, они возможны благодаря, можно это делать при помощи там, открытых данных, пытаться там, из социальных сетей, вот, можно пытаться это делать при помощи данных мобильных операторов, которые закупает город Москва уже последние 4 года, по-моему. Вот. Мы попробовали сделать это при помощи данных мобильных операторов, и здесь мы видим, здесь диаграмма распределения корреспонденций, входящих в районы в городе Москве по числу районов. Ну, то есть в среднем мы видим, что где-то там 50 тысяч человек в каждый район, это здесь утренние часы рабочего дня, въезжают в какой-то конкретный район. И мы пытаемся объяснить это, да, я как раз уже заканчиваю, при помощи... Здесь вот я привел выдержку просто самую интересную, что получилось. Слева
Да, для вас слева. То есть вот здесь рабочие места, торговля, обслуживание, транспортная доступность, вот эта вот интегральная транспортная доступность, рассчитанная в количестве человек, которые живут там в 30 минутах от соответствующего места. Это сложная модель, да, состоящая из достаточно сложно рассчитываемых переменных. И справа всего две переменные с портала Datumos.ru, портала открытых данных города Москвы. Это просто расположение точек торговли, обслуживания ресторанов и наличие остановок общественного транспорта. Вот эти две модели, при помощи них мы пытаемся предсказать вот ту диаграмму, которую вы видите слева, да, гистограмму, какое количество людей, в зависимости от этих факторов, приезжает реально в эти утренние часы. Вот, и мы видим, что предсказательная сила всех этих моделей, она достаточно высокая, везде высокий R-квадрат. Вот. Они сильно отличаются по ошибкам. Но что, мне кажется, здесь интересно, и причем надо сказать об ошибках, да, вот есть просто линейная регрессия, есть модель случайного леса, она, естественно, дает поменьше ошибку. Вот. Эта ошибка, она, в принципе, в пределах 10% для почти половины наших районов. То есть, в принципе, это не сильно большая ошибка. Вот. Для моделей на очень простых данных ошибка очень большая. Вот. Но, тем не менее, все равно интересно, как всего по двум переменным можно очень многое объяснить о городе, не собирая огромные объемы данных. Вот. И я закончу вот этим слайдом, я его сразу тогда подсвечу. Это те же самые модели, о которых я говорил на предыдущем слайде, но они разложены по разным временным интервалам днем, утро, день, вечер. Вот. И мы с вами видим, каким образом, и мне очень нравится, была цитата Александра Аркадьевича, наука должна подтверждать интуицию. Вот здесь как бы мы используем столько много сложных данных, открытых, закрытых, а они просто подтверждают нашу интуицию. То есть мы с вами видим, что утром и днем люди в основном едут на работу. И один из важных тоже факторов, здесь, к сожалению, закодированы переменные, вот здесь вот within 30 это транспортная доступность. Да? Видите, утром и днем транспортная доступность, которая, естественно, коррелирует с расположением рабочих мест, она определяет наше перемещение по городу, а вечером здесь даже нет этой переменной. То есть она отсутствует. Вечером нам не важно, куда ехать, мы просто едем домой, а в основном большинство населения живет в местах как раз низкой доступности. Вот. И, возможно, мы еще видим, что вечером люди едут там учиться, вот здесь education, либо они едут сами учиться, либо забирать там детей из группы продленного дня, едут в некоторые места культуры. Вот. И чем я хотел бы закончить, так это тем, что вот нам теперь кажется, что мы достигли какого-то объективного знания, мы теперь знаем, какой тип объекта привлекает сколько людей, да? Но на самом деле это же совсем не так. Во-первых, ошибка модели до сих пор достаточно высокая. Во-вторых, это справедливо, скорее всего, только для города Москва из-за того, каким образом он сам эволюционно выстроился. И прежде чем говорить точно о том, что мы что-то доказали, нужно действительно проверить эту модель на разных других городах и не только в России. Вот. И третье, на самом деле, вот эти все большие эффекты, и я заканчиваю, прошу прощения, вот которые мы вывели, основные вещи, которые, они действительно подтверждают интуицию, а нас больше всего интересуют вот эти остальные вещи, потому что, скорее всего, в них в будущем и будут перетекать как бы наш исследовательский интерес, и это то, чего мы до сих пор о городе до конца не знаем. То, что люди ездят на работу, мы знаем, а куда еще они ездят, мы не знаем. Все, спасибо. Спасибо, Егор, большое. Если какие-то вопросы у участников есть, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Если я правильно уловил суть лекции, то как бы это такая некая манифестация незнания. То есть, несмотря на то, что у нас есть определенные источники информации, то, понятно, это не серебряная пуля, и, соответственно, через эти источники мы еще раз манифестируем наше некое отсутствие такого детального восприятия, не знаю, не хочу говорить слово паттернов в среде. Соответственно, у меня просто вопрос, наверное, к Егору. Есть ли какие-то предположения, какие-то, не знаю, радикальные сдвиги в будущем, когда есть шанс, что наше восприятие среды может резко возрасти, и мы действительно будем обладать неким объективным знанием. И хотелось бы тоже получить, наверное, определение этого объективного знания. Спасибо. Да. Сложный очень вопрос насчет объективного знания. У меня такое ощущение, что мы его на самом деле никогда не достигнем. И учитывая то, насколько быстро меняется то, как мы потребляем услуги, пространство,
нам нужно просто все время учиться. То есть мы не можем остановиться на том, что вот мы сейчас узнали, что объясняет наше перемещение в городе. Это не значит, что оно же будет объяснять наше перемещение в городе через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет. То есть, на самом деле, мне кажется, это просто бесконечный процесс обучения. Я не знаю, ответил ли на вопрос.